Все мы любим Адель Хазбин, но по крайней мере большинство. А за что мы его любим? Я думаю, что мы его любим в первую очередь за качество рисовки, но это и так понятно. Еще мы любим за образ персонажей, ведь каждый персонаж же фоновой и то детально проработан. Ну и еще из-за звукового сопровождения. Оно тоже играет важные роли. Кто-то любит сериал только из-за парочек, будь это Чарльстер или Чегги. Но все мы ждем вторую серию. Ой, извините, первую. Ведь пилотная серия это не первая серия, а просто пилот. И мы это с вами проворонили, видимо, ведь она уже гуляет по сети. Что, не ожидали? Да я сам офигел. Ну точно ли это Адель Хазбин? Ведь упоминаний не было новых серий. Как-то это странно. Предлагаю разобраться. Поэтому, привет, друзья! Добро пожаловать на рубрику DIF. Но у микрофона я, Форминс. И сегодня мы будем разбирать вторую серию Адель Хазбин. Поэтому запасайтесь печеньками и наливайте чаек, ведь видео будет интересным. Поехали! Ну, во-первых, давайте сначала обсудим всю историю, которую нам поведали. Начнем с того, что некий человек опубликовал видео, где рассказывал, что вторая серия Адель Хазбин уже вышла, хотя даже первая не вышла, ну вы поняли. Как начал утверждать автор, он увидел пост в твиттере у Вивьен Медрана, создательницы сериала, и в этом посте была новость о том, что вторая серия Адель Хазбин была опубликована на Netflix. И как сказал тот же автор, у Вивьен контракт с Netflix. Интересно, правда? Ну, допустим, все это правда. Но тут нам сообщают, что Вивьен удалила пост и видео с Netflix, потому что забыла вставить рекламу спонсора. Знакомая история, не правда ли? В прошлом видео мы подобное разъясняли, но все равно давайте будем разбираться. Начнем с того, что как-то неожиданно серия появилась. Обычно Вивьен хотя бы за неделю об этом сообщает, а тут сразу в один день. И она бы сообщила нам, что у нее появился спонсор, тем более такой большой, как Netflix, ну допустим. И скажите мне тогда, как она забыла вставить рекламу? Вернее, откуда там реклама, если спонсор Netflix и серия была опубликована на Netflix? То есть смысл рекламировать Netflix на Netflix? Это как? Или автор имел в виду, что потом серия полетит еще куда-то, кроме Netflix, к примеру, на YouTube. Я думаю, что спонсору, как не понравится, что по сути его видео выложили еще где-то, где не надо. Ну, допустим, все это правда, но потом я прям офигел от его слов. Вивьен, скорее всего, забросит сериал, потому что Netflix не хочет больше спонсировать сериал и начнет наша Вивьен рисовать арты и мини-эпизоды. Ой, господи, сама Вивьен сказала нам, что даже если не будет спонсора, она все равно будет рисовать сериал дальше. Просто спонсор помог бы ускорить выход этих серий и, возможно, сделал бы их более популярными. Но бросать сериал, когда ты пообещала делать его любой ценой, прям пахнет логикой. Ну или не совсем логикой, но это не суть. Допустим, снова-таки это все правда. Но как сказал автор видео, он успел скачать серию с Netflix, с которого нельзя скачать видео. Только если записывать на GeForce Experience. Ну, кто знает, тот знает. И также автор добавил, что его могут отдать под суд, если он опубликует серию. С этим я согласен, но тут уже глупость. Он сказал, что он будет выкладывать серию маленькими фрагментами в его видео, а также опубликует всю серию целиком в его группе во ВКонтакте. То есть типа в ВКонтакте его не отдадут под суд? Интересно. Ну допустим, тогда почему серии там нету? Наверное, испугался и удалил серию. Да, так и есть. Для тех, кто не понял, это был сарказм. Тогда тут уже появляется куча вопросов и сомнений. Но давайте представим, что это все правда каким-то боком. Тогда обратимся к краткому описанию той серии. Начинается наша повесть так. В самом начале нам показывают Алластера, который общается с Чарли, и он делает ей явные намеки на любовь. И это значит, что они поженятся, и у них будет семья. И они будут править адом. И в этот момент Веги злится и хочет покончить с собой. И как раз в конце серии она решает сговориться с ангелами, и она переселяется в рай. Судя по тому, что нам рассказали, автор сам пытался не засмеяться. По его голосу понятно даже. Ну ладно, продолжим. И теперь она там живет, и все нипочем. И, кстати, в серии нам наконец-то показали Люцифера, который дрался с Алластером в середине серии. Ему не понравилось, что Алластер хочет помочь Чарли, ведь он просто хочет через Чарли завладеть адом и править. Но Чарли все равно не верит своему отцу, а ее мать хоть и поддерживает ее, но все равно отговаривает от Алластера. И вдруг родители сговорились и решили убить Алластера. Мне немного смешно, ну ладно. В итоге Алластер сам убивает Люцифера и Лилит, а Чарли долго плачет и бьет Алластера палкой, потому что он убил ее родителей. Но потом она понимает, что любит на самом деле Алластера, а прошлое уже не
никак, к сожалению, не вернуть. Поэтому она выходит замуж за Алластера и начинает править адом. Они силой заманили всех демонов, то есть всех били, чтобы заманиться в психиатрическую лечебницу и начали лечить этих шизоидов. Но, увы, после войны Алластера с Люцифером никого не осталось, даже Энджел Даста. Невероятный поворот событий. То есть все живые, то все сдохли. Ну ладно, слушаем дальше. Респект Энджел Дасту за то, что он спасал демонов и в итоге сам погиб. Но как же умер Энджел Даст? Если что, я прям копирую слова автора, так что на меня не злитесь. Продолжаем. В общем, он шел по улице и пил смузи, кушал шоколадку. В общем, он шел со своим другом Черри Бомб, которая, видимо, сменила пол. Они хотели навестить приятелей сэра Пентиуса и попить вместе кофейку и поесть шоколадки Сникерс и Кит-Кат. Так вот, шли они и увидели, как Алластер борется с Люцифером. Они устроили борьбу, и вот они калечат друг друга. И вдруг Люцифер нечаянно упал за камешка, который помешал ему сесть на стол, и вдруг умер. Господи, как он умер? Из-за того, что споткнулся? Ну ладно, мне уже смешно рассказывать, не продолжу все равно. А все испугались, вдруг возле Энджел Даст пробегали всякие демоны, и он решил спасти их от Алластера, а тот друг Алластер и их захочет побороть. Так вот, он начал спасать, и как вдруг на окраине ада взорвался вулкан, и возле Энджел Даста взорвалась бомба, которую бросил сэр Пентиус, и он потом извинился, поэтому Энджел Даст решил простить его. И сказал, что он может бросать еще много бомб, и он решил пронять их и даже поиграть с ним в бадминтон с бомбами. Но тут его приятельница Черри Бомб решила поесть мороженки возле магазина. Она купила там русских пломбир и начала его кушать. Она села за столик, позвала всяких друзей, но она Энджел Даст не позвала. Она забыла про него. И Энджел Даст дальше пошел с демонами. Энджел Даст поиграл в бадминтон с бомбами вместе с сэром Пентиусом. Потом он дальше пошел, и вдруг они все споткнулись об камешки и все умерли. На этом серия кончается. Но нам показали, что это все еще не конец. И Чарли с Алластером будут возрождать своего друга Энджел Даста, и мы это увидим в 3-й серии. На этом рассказ о 2-й серии кончается. Ну, наконец-то. На меня больше всего рассмешил момент с камешками. И я тут даже комментировать ничего не буду. Автор мудак и хайпажер. Причем, видимо, с бурной фантазией. Эта информация фейк. Фейк, еще раз фейк. Зато я посмеялся. И если вы досмотрели до этого момента, то напишите хэштег Хазбин. Так я пойму, что вы досмотрели ролик до конца. Но вы не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, ведь у нас есть цель набрать 7000 подписчиков до конца февраля. И только с вашей помощью мы сможем. Ну а с вами был Формен Сервербека DIF. Всем удачи, добра и позитива. И, конечно же, всем пока.